Ереван. Миллионный розовый город неповторимой атмосферы и колорита. Гости раз и навсегда влюбляются в его живописные парки и улицы. Что интересного посмотреть в армянской столице с богатой историей и культурой? На данный актуальный вопрос мы попробуем с вами ответить в сегодняшнем фильме. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Coffee Channel. Представляю на ваш суд топ-10 достопримечательностей Еревана по моей версии. На 10-й позиции моего рейтинга находится Голубая мечеть, единственная из 10 уцелевших мечетей, принадлежащих иранской общине. Она была построена в 1766 году, когда Ереван был под властью персов. Комплекс занимает площадь в 7000 квадратных метров. Фасад, купол и единственный из 4 уцелевший 24-метровый минарет выложены декоративной фаянсовой плиткой, украшенной майоликой. На 9-м месте я разместил собор святого Григория Просветителя. Это, несомненно, главный храм армянской столицы, а Григорий Просветитель занимает особое место и по праву считается крестителем Армении. Гонимый за свою веру, святой просидел 13 лет в подземной темнице, на месте которой впоследствии был построен монастырь Хор-Верам. Храм был создан в начале 21 века, через 1700 лет после принятия христианства в 301 году. Он имеет зал на 1700 мест и выполнен в строгом сдержанном стиле без украшений. На 8-й позиции в нашем рейтинге Матена Даран, в переводе с армянского «хранилище книг» или попросту «библиотека». Армянская письменность появилась в начале V века благодаря великому просветителю Месропу Маштоцу. Именно он и начал собирать библиотеку. Собрание древних рукописей насчитывает 20 тысяч экземпляров. Оно переехало из Эчмиадзинского монастыря в Ереван в 1936 году и через 20 лет поселилось в собственном здании. Сейчас здесь музей и научно-исследовательский институт древних рукописей. 7-е место заслуженно занимает Конд. Это один из старейших кварталов Еревана. В его нынешнем виде он был основан в 15-18 веках. В старинном квартале можно увидеть жилые одно-двухэтажные не очень ровные дома из камня, построенные на узких кривых улочках. В большинстве своем Конд отстроен заново после сильного землетрясения 1679 года. Точное время появления района Конд неизвестно. Самой старой частью Конда был казерн, где находилось армянское кладбище 2-18 веков, получившее свое название в честь похороненного здесь армянского писателя Аванеса Казерна. Жители района очень дружелюбны. Здесь вы найдете массу аутентичных кафешек, где можно недорого посидеть в простой домашней обстановке. А мы, между тем, перемещаемся в самый центр, где на 6-м месте расположился Ереванский оперный театр, он же концертный зал имени Арама Хачатуряна. 6 июня 1999 года памятник выдающемуся композитору был установлен перед фасадом величественного здания. Автор скульптуры Юрий Петросян. Здание театра было построено в 1940 году по проекту именитого архитектора Александра Таманяна. С обратной стороны театра на площади Свободы красуются еще 2 памятника Аванесу Туманяну и Александру Спендиаряну. Тут же раскинулось искусственное лебединое озеро площадью 3000 квадратных метров. Создано в 1963 году, повторяет своими контурами озеро Сиван. В 2003 году на берегу озера установлен памятник композитору Арно Бабаджаняну. 5-ю позицию занимает главная площадь Еревана, площадь Республики. Ее проект был выполнен Александром Таманяном в 1924 году. Здание из розового и белого туфа, выполненное в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Здесь расположено правительство Армении. На 4-м месте в нашем рейтинге достопримечательностей находится Северный проспект, пешеходная рекреационная зона, что-то типа местного Арбата. Здесь постоянно кипит культурная жизнь и выступают уличные музыканты.
Современная пешеходная улица начала строиться в 2000 году. Здания, построенные на проспекте, выполнены в восточном стиле. В них разместились магазины, кафе и рестораны, а также многочисленные отели. Еще одна характерная черта Еревана вообще и Северного проспекта в частности – это вездесущие питьевые фонтанчики с вкусной водой. Тройку лидеров достопримечательностей открывает мемориальный комплекс и одноименный парк Цицернака-Берд. На входе нас встречает спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчана, национального героя Армении. Сооружение известно также как Демирчан-арена, спортивно-музыкальный комплекс или Амалир. Это один из самых крупных спортивно-концертных комплексов в Ереване. В 1999 году, вскоре после теракта в парламенте Армении, в результате которого погиб спикер Карен Демирчан, комплекс был назван его именем. Впереди раскинулся просторный парк и одноименный мемориальный комплекс Цицернака-Берд. К сожалению, данное место связано с чудовищной трагедией, оно посвящено жертвам геноцида армян 1915 года. Мемориальный комплекс в память о 1,5 миллиона армян, уничтоженных турками, включает 44-метровую стелу возрождения Армении, вечный огонь и стену памяти. Мемориал был открыт в 1967 году, а в 1995 он был дополнен музеем геноцида армян, который почти целиком находится под землей. Вдоль всей стелы от основания до вершины тянется глубокий разлом, символизирующий расколотый армянский народ, меньшая часть которого живет в Армении, а большая в диаспоре. Рядом со стелой находится усеченный конус из 12 больших каменных плит. В его центре на глубине 1,5 метра горит вечный огонь. Место очень трогательное и атмосферное. У многих армян в семьях имеются родственники, погибшие в тех страшных событиях. Серебряным призером нашего рейтинга достопримечательностей становится Парк Победы, самый большой парк Еревана, площадью 270 тысяч квадратных метров. Его начали строить в начале 1930-х годов, а открыли в ноябре 1950 года. В парке имеется искусственное озеро глубиной 8 метров, где можно покататься на лодках. Это типичный парк культуры и отдыха, знакомый нам с советских времен. По тенистым аллеям мы следуем к монументу «Мать Армения» высотой около 50 метров. Это центральная доминанта парка. Скульптура установлена на внушительном постаменте, в основании которого располагается военный музей. Вокруг мы можем видеть различную военную технику, это тоже достаточно привычная картина для подобных мемориалов. Я наблюдал ее во многих городах бывшего СССР. Ну и конечно, какой же Парк Победы без вечного огня? Он горит напротив внушительного монумента. Здесь же расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама на город, раскинувшийся как на ладони. В парке имеется очень живописная аллея героев, на которой установлены мемориальные таблички в стиле Хачкара. Есть также отдельный мемориал, посвященный воинам-афганцам. В целом, Парк Победы мне очень понравился. Это весьма атмосферное место, в котором приятно проводить время. Лидер нашего хит-парада, архитектурно-монументальный комплекс «Каскад», расположен буквально в сотне метров. К сожалению, на настоящий момент комплекс имеет недостроенный участок. На самом верху расположена смотровая площадка и установлен 50-метровый обелиск «Возрожденная Армения». Здесь же находится мемориал жертвам политических репрессий. К сожалению, он был закрыт, и посмотреть его можно было только через закрытую решетку. Каскад был запроектирован еще в генеральном плане 1924 года, разработанном архитектором Александром Таманяном. Готовая часть комплекса состоит из 5 открытых террас. Каскад связывает центральную и северную части города. Внизу раскинулся просторный парк с многочисленными арт-объектами, мы познакомимся с ними позже. Ширина каскада составляет 50 метров, он состоит из 572 ступеней, общий уклон 15 градусов.
Перепад высот до верхней площадки 118 метров. В настоящий момент преодолеть недостроенный участок можно по обходному маршруту. При спуске вы обходите его с правой стороны. И вот мы на действующем участке каскада. На каждой из 5 открытых террас нас встречают образцы современного скульптурного искусства. Кроме того, с каждого уровня можно попасть внутрь каскада, где имеется эскалатор, и также присутствуют различные скульптурные композиции. Здесь же расположен Центр искусств Гафесчана, американского армянина, представившего экспозицию более чем из 5000 экспонатов, включая работы Марка Шагала и Энди Уорхола. Мы с вами между тем снова вышли на оперативный простор и приближаемся к живописному парку, раскинувшемуся на нижнем уровне каскада. Он также изобилует произведениями современного искусства, среди которых имеется 3 скульптуры одного из самых известных и дорогих скульпторов в мире, колумбийца Фернандо Ботеро. Самые знаменитые его работы – «Курящая женщина» и скульптура «Кот». Все они также подарены городу-меценатом Джерардом Ливоном Гафесчаном. С обеих сторон к парку примыкают многочисленные ресторанчики, в которых можно вкусно оттрапезничать с видом на каскад. Друзья, на этом фильм наш подходит к концу. Если моя работа вам понравилась, пожалуйста, поддержите меня. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Всем огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках.